Привет! Я хочу поблагодарить платформу LaModa за то, что стали партнерами моего курса «Персональный стилист». Я искренне этому рад. В предыдущие уроки я рассказывал о преимуществах, так что давайте подытожим. На LaModa представлено более 4000 брендов, как в разделе масс-маркет, так и в разделе премиум. И это не только одежда. Огромное количество бьюти-товаров, в том числе парфюмерии, и товары для дома. Быстрая и удобная доставка с возможностью примерки и частичного выкупа. Раздел идеи для вдохновения. Когда не знаете, что подобрать для себя или вашего клиента, вам туда. Интервью, подборки от стилистов и блогеров, модные рекомендации. Программа скидок и бонусов LaModa Club. Советую изучить поподробнее и совершать покупки еще и выгоднее, до 25%. И, конечно, мой промокод на покупки. Он дает скидку 15%. Так что желаю вам удачных находок. Спасибо, LaModa. Ну а мы начинаем. Привет, с вами снова я, Гоша Карцев, и мы продолжаем курс «Персональный стилист от School Гош». Точнее, заканчиваем. Это последняя лекция. За прошлые 5 уроков мы разобрались, что понадобится вам в работе. Основы теории и практики. Выяснили, что самое важное для любого стилиста – это насмотренность. Обсудили, как ее развивать, разобрались с магазинами и как в них ориентироваться, потому что хороший стилист всегда должен знать, куда, зачем идти. Его шопинг-кругозор не ограничивается ЦУМом и Zara. Мы научились работать с базой и с индивидуальными стилями. Взялись за разбор гардероба. Теперь у вас есть подробная схема работы, даже примеры моих собственных презентаций, а их, вы помните, теперь придется делать часто. У вас уже есть все необходимые знания. Их нужно только оттачивать на практике. Но остаются еще другие вопросы, скажем так, организационные, и они часто ставят в тупик стилистов, начинающих карьеру. Например, где искать клиентов, если у вас еще нет опыта? Как оценить свою работу? А будет ли кто-то вообще готов платить за нее, если нет своего телешоу, связи и громкого имени? Или даже так. А что делать, если клиент нашелся, но ему не нравится все, что вы предлагаете? И он все критикует и намекает, что у вас нет вкуса. Звучит для многих как ночной кошмар. На все эти вопросы мы сегодня ответим. Начнем с первого. Где и как искать клиентов? Я всегда говорю, что самое главное – это сарафанное радио. Вспомните сами, если вы ищете психотерапевта или мастера маникюра, в первую очередь вы опросите друзей и пойдете к тому, кого они порекомендуют. Потому что своим друзьям вы доверяете, и оценить их маникюр возможность уже имели. Поэтому пусть о вашем новом занятии узнает ваше окружение. Не надо стесняться. Приведите свой Инстаграм в порядок. Напишите, что вы начинающий стилист или просто стилист. Начните показывать любой процесс своей работы. Пусть даже пока это сторис с обучения. Можно выкладывать даже разбор собственного гардероба. Если вы серфите по интернет-магазинам, посмотрев наш второй урок, или читаете модные новости на онлайн-ресурсах, делитесь находками. Вы должны показывать, чем занимаетесь. И когда кому-то из ваших знакомых понадобится стилист, он сразу о вас вспомнит. Не скромничайте. Многим поначалу сложно даже просто назвать себя стилистом. Кажется, что это слишком громкое слово. А могу ли я так себя назвать? Есть ли у меня такое право? Есть. Если вы действительно хотите работать и развиваться в этой сфере. Так что начните собирать портфолио. Тренируйтесь на друзьях, подругах. Стилизуйте бесплатно, чтобы было что показать. Одно дело выучить теорию, совсем другое – опробовать ее на практике. Чем больше у вас будет реального опыта, тем увереннее вы себя будете чувствовать, и станет проще. Используйте любые платформы для продвижения, которые вам комфортны, даже если это Одноклассники или Facebook. Одна из наших выпускниц, например, завела профиль на Airbnb. Она живет в Венеции и предлагает туры по городу с шопинг-сопровождением. На сайте она одна такая, и к ней часто оттуда приходят клиенты. Вокруг масса сервисов, где можно предлагать свои услуги. Даже на Авито есть профили стилистов. Это, может, звучит не очень модно, но это тоже варианты. Тоже инструменты, которые можно использовать. Ну а самый основной очевидный – это Инстаграм.
Ваши социальные сети – это ваша визитка, портфолио и первое впечатление. Так что вести их – это не увлечение, не то, чем можно заняться в свободное время. Это полноценная часть работы. Так что откройте свой профиль в Instagram и посмотрите на него, какое впечатление он производит. Вполне возможно, сейчас ваш инст не выглядит как аккаунт специалиста. У вас ведь раньше и не было такой задачи. В этот момент легко расстроиться, махнуть рукой и сказать: «Ну, мне никогда не стать таким, как все эти модные стилисты из Инстаграм». Но рано опускать руки. Запомните, вы сможете стать кем угодно. Банальный пример – Ким Кардашьян. Вспомните, раньше она была девушкой на побегушках у Пэрис Хилтон. И думали все, что она готова стать героем только желтых газет. И посмотрите на нее сейчас. Сколько у нее обложек Vogue, как круто она выглядит. У меня обложек Vogue ни одной. Все люди, даже самые известные, признанные иконы стиля, не родились идеальными. Каждый из них – это результат огромной работы. Работы большой команды, но в первую очередь собственной. Так же и будет и у вас. Загуглите фото любой звезды до популярности. Важный момент. Рынок персональных стилистов сейчас переполнен. В какой-то момент, заходя в Инстаграм, начинаешь думать, что стилист вообще каждый второй. Вы выходите на рынок сейчас, когда он слишком насыщен. И если вы хотите функционировать на этом рынке, не слившись с массой, вы должны выделяться. Как именно? Я скажу страшную вещь сейчас, страшно банальную. Быть собой. Важна индивидуальность. Именно за ее счет вы будете выделяться на общем фоне. Именно на ней строится личный бренд. Любой, не только стилистом. Что это такое? Это ваш образ, совокупность всех ассоциаций, которые возникают у зрителя при знакомстве с вами. Это и ваш стиль одежды, и внешность, и интересы, и все, чем вы занимаетесь в принципе. Понять, на чем строится ваш личный бренд, непросто. Тем более вот так сразу. Давайте попробуем поразмышлять. Возьмите тетрадку прямо сейчас. Да-да, возьмите и напишите, максимально быстро, не думая, ответ на один очень простой вопрос. Кто я? Пусть это будет не одно слово, а несколько. Я вам даю 15 секунд. Пишем. На самом деле нет правильного ответа на этот вопрос. Вы сможете написать «мама в декрете», «бывший бухгалтер», «красавица», «спортсменка», «стилист», конечно же. Даже просто «человек в поиске» – все это разные ваши стороны, и их сочетание уже делает вас особенными. Просто стилистов много. А вот если вы стилист, мама, бывший бухгалтер, это уже другая картинка, более личная. И все эти стороны вашей личности могут отражаться в вашем аккаунте и выделять вас на общем фоне. Еще один важный вопрос в ту же категорию. Чем вы отличаетесь от других? На самом деле он может показаться очень сложным. Но это не должна быть какая-то Нобелевская премия. Любая ваша мелочь, ваше поведение, характер, внешность, ваш быт, ваше расписание – это ваше отличие. Подумайте об этом на досуге и запишите уже без моего таймера. Вот, например, чем я отличаюсь от других. Мне просто, я мужчина, и это в нашей сфере уже большое отличие. У меня своя школа, у меня есть свой YouTube-канал, сейчас я еще телеведущий. Это пока перечисление достижений, но даже если мы их уберем и откатим назад, я все равно останусь уникальным, как и все мы. Я, например, высокий и лысый, мне даже наряжаться не нужно, чтобы меня заметили. Вы немного таких стилистов встретите. Еще у меня есть чувство юмора. Я родился на Камчатке. Я люблю гранж и современное искусство, технология. Не люблю килоты. Борюсь с цветотипированием. Вот вам и легкий мой портрет. Все это про меня вы наверняка знаете. Я про это постоянно рассказываю. И вы сейчас смотрите это видео, потому что что-то вас зацепило. Иначе вы бы смотрели курсы другого стилиста. Их сейчас полно. Но вас привлекла моя личность. Это мое ОТП. Уникальное торговое предложение. Найдите свое. Скажите себе, что вам нравится, не нравится. Какие вам близки стили. Не забывайте, что мы развиваем насмотренность. В чем, как вам кажется, ваши сильные стороны? Какой у вас характер? Даже просто откуда вы? И не ломайте себя, никого не копируйте. Делайте все искренне. Если вам не интересно писать про базовый гардероб, ну не пишите про него. Рассказывайте о своей жизни, о том,
том, что с вами происходит. Транслируйте свою точку зрения. Именно из-за ваших отличий к вам придут люди. А может возникнуть и такая мысль: а что, если я странный, и мне нравятся странные вещи? Их наверняка не поймут, и буду я такой одинокий и непонятый, без клиентов и денег. Но к вам придут те, кому это близко. Разные люди хотят разного. Посмотрите, например, из русских звезд на Машу Миногарову, на то, как она одевается. Явно Миногарова не придет к тому стилисту, который всех одевает в кюлоты. И таких людей много. Вспомните Лотту Волкову, работы которой далеко не всем придутся по душе. Ее постсоветский стиль может показаться вам странным и несуразным, или даже безвкусным. Однако Лотта стилизовала в Этмо, делала им кастинги моделей на показы, а потом стала исполнять все эти обязанности и в Балансиаго, когда Демна Гвасалия был назначен там креативным директором. Лотта также сотрудничает с такими брендами, как Prada, Miu Miu, Marc Jacobs. Это наглядный пример того, что вы не обязаны работать по шаблонам и одевать всех по стандартам красоты. А теперь обсудим другой важный вопрос. Поговорим про деньги. Назначать цену за свою работу сложно. Я всегда говорю следующее. Представьте, сколько вы хотите зарабатывать в месяц. И представьте, сколько клиентов вы готовы брать в неделю. Таким образом, допустим, это 40 тысяч рублей. Вы можете взять 10 клиентов в месяц и просить с каждого по 4 тысячи рублей. А можете взять 2 и просить по 20. И в целом от этого зависит ваше позиционирование. Именно то, как вы себя подаете, определяет тех, кто к вам в итоге придет. Конечно, всем хочется работать с обеспеченными клиентами, чтобы сходить один раз на шопинг и улететь на Мальдивы. Но откуда таких взять, если в вашем кругу нет состоятельных людей и никто вас им порекомендовать не может? Тогда придется действовать самому. Подумайте, с кем вы хотите работать, что это за люди, что для них будет весомо, как бы они хотели, чтобы вы выглядели. Соответствует ли ваш стиль жизни их картинке? Посмотрите на свой Инстаграм. Доверились ли бы они человеку, который его ведет? И главное, а где они водятся? В какие места они ходят, на какие мероприятия? Вам нужно быть там и заводить знакомства. Коммуникабельность – это ключ ко всему. Как я люблю говорить, дополнительный нолик к вашему гонорару. Есть много прекрасных работ, где с людьми вообще коммуницировать не обязательно. Но, к сожалению, работа стилиста к ним не относится. Я вам напоминаю, что это все-таки сфера услуг. Не нужно быть болтуном, но вести переписку и смолтоки нужно. Без этого, к сожалению, сейчас никак. Это навыки, которые можно развить, как и с насмотренностью. Все приходит с опытом, если вы будете практиковаться. Персональный стилист – это еще плюс-минус психолог. Знакомство с новым клиентом – это практически собеседование. И собеседует не только вас. Вы тоже узнаете, что перед вами за человек, чего он хочет на самом деле. Мне нравится устраивать первую встречу за кофе совершенно бесплатно. За это время я понимаю, сходимся мы с клиентом или нет, на одной ли мы волне. Если человек меня совершенно не слышит, я от сотрудничества откажусь и обязательно порекомендую коллегу. Бывает, особенно по неопытности, что вы соглашаетесь на заказ и уже в процессе понимаете, что не совпадаете капитально. Человеку не нравится все, что вы предлагаете. Он ставит под сомнение любое ваше решение. Тут новичку легко растеряться. Что делать в таких ситуациях? В первую очередь, я всегда, чтобы подстраховаться, прошу 30% предоплату, которую не возвращаю. Сложные клиенты обязательно будут. Независимо от того, сколько они вам платят, не вступайте в конфликт. Не воспринимайте это как что-то личное. В голове вы можете думать что угодно, но грубить на словах никогда не надо. Не бросайтесь переубеждать, кто враждебно настроен. Вы можете попробовать сделать клиента лояльным, извиниться, продлить время, добавить бесплатную услугу. Но если это не помогает, верните гонорар и попрощайтесь. Вы потеряете в деньгах и в моменте, но выиграете время и нервы в перспективе. Помните, что наша индустрия довольно маленькая, и репутация здесь очень важна. Поэтому старайтесь быть дружелюбным и корректным. Как минимум говорите спасибо и пожалуйста, но уж точно никому не хамите. Не только клиентам, а вообще всем, с кем взаимодействуете. Например, продавцы в магазине могут вас в сложный момент очень выручить. У них очень хорошая память на лица, поверьте мне. Стрессоустойчивость тоже обязательное качество для всех, кто приходит работать в моду. Стилистов это касается в любой специализации. Работа на журнальных съемках даже еще более нервная. Там и большие команды, и материальная ответственность, и огромные объемы самих вещей, а носить их приходится собственными руками.
Я за время, что работал на съемках, очень просел по здоровью. Из последней сдачи номера меня прямо из редакции увезли на скорой. В персональном стайлинге в этом смысле все-таки легче. Здесь главное – это общение. Оно может выматывать, клиенты могут быть сложные и не всегда дружелюбные, но улыбаться старайтесь всегда. Главный момент в общении с клиентами – это тактичность. Вы знакомитесь с новым человеком, и он вам открывается со своими комплексами и неуверенностью. Вы ведь оказываетесь человеком, возможно, даже в одной примерочной, и он раздевается перед вами. Он устает, выматывается. Вы задаете вопросы, иногда очень личные. Поэтому особенно важно быть корректными и деликатными. Не надо прессовать человека и давить на него. Помните, вы не друзья, которые знакомы 100 лет. И даже если вы действительно друзья, сейчас-то вы встретились по работе. У меня у самого образ достаточно резкого и острого на язык человека из-за того, как я веду себя на экране. Но важно понимать, что это именно экранный образ. В жизни себе я такого не позволю по отношению к клиенту. Никаких категоричных «это сжечь», «это на вас ужасно», только спокойствие и деликатность. Мы не диктуем ничего, а объясняем. Я признаю, раньше я сам не понимал этого, рвал и металл, вел себя резко. А потом понял, что самоуверенность мне только мешала. Вот и все основные моменты. Это не так уж сложно на самом деле, хотя поначалу может пугать и выглядит очень трудным. Уверенность приходит с опытом и только так. Подытожим. Первое. Будьте собой, транслируйте свою уникальность, то, что вас отличает. Именно ваши особенности привлекут к вам людей, тех, кто станет вашими клиентами. И только так можно выделиться из сотен других стилистов. Это, если подумать, самый простой рецепт и одновременно сложный, потому что быть собой бывает страшно, но это всегда окупается. Второе. Не сомневайтесь в себе. Если вы развиваетесь, изучаете новое, работаете над насмотренностью, вы становитесь лучше каждый день. Вы можете называть себя стилистом, имеете право. Вы стоите своих денег. И слова других людей, которые могут вас ранить, сбить с ног, это просто слова. Вы сами знаете о себе куда больше. Третье. Помните, клиент всегда прав. Ругаться с ним нет никакого смысла. От этого вы только потеряете и силы, и время. Не бойтесь отказаться от денег. В перспективе вы от этого, наоборот, выиграете. И, наконец, будьте дружелюбными и тактичными всегда, и вам ответят тем же. Мы, стилисты, работаем в первую очередь с людьми и должны быть человечными, а не только модными.